Короче, прикиньте, я неправильно сделал все. Получился у нас обзор. Не забавляй, не забавляй. Не знаю, слышите ли вы этот дождь за окном, но если вы его слышите, это будет, наверное, даже дополнительная атмосферка, потому что откладывать этот видосик я не хочу, и хочу это снять все сегодня. Сегодня посмотрим с вами на красочку от бренда Citadel, да, от линейки Citadel. Красочку контраст. Короче, контраст. Купил вот такую, купил, чтобы красить сумки, и посмотрим как раз, как она подходит для этих целей. Честно, красочку не открывал, видите, она еще запечатанная, еще просто идеальная баночка, идеально чистая, идеальная запечатанная баночка. Попробуем сегодня с вами вообще никогда не пользоваться контрастами. Я не знаю, как проливка это или как не проливка. Я посмотрел обзоры, но знаете, обзоры смотреть это все вот такое себе, а вот самому пробовать что-то, это, конечно, гораздо интереснее, поэтому сегодня с вами посмотрим, и я прям сходу вам скажу, то есть на что это больше похоже. На какую-то разведенную краску или на, быть может, проливку. Краса эта, кстати, у меня уже достаточно давно, где-то месяц, если вы подписаны на мой ВК или на мою инсту, вы знаете, видели пост в день покупки, что наконец-таки я купил себе контраст и наконец-то купил себе ламию. Разговаривать можно долго, обзоров есть на ютубчике много, поэтому давайте сразу, думаю, приступим к практике и покрасим сумочку на моем старом технологе. В этой миниатюре мы сегодня будем тестить наш новый контраст. Не смотрите, что она такая покоцанная, поюзанная. Это моя тестовая миниатюра от технолога. Старая, я на ней всегда тестирую краску, какие-то новые техники рисования лица, волос, все что угодно. Переходы, короче, это тестовая миниатюра, поэтому на ней я тестирую почти все, что там новенькое. Какие-то идеи подставочек, вот как видите, тещу, цвета. Короче, тестовая миниатюра. Сейчас на ней будем пробовать. Давайте, может, рассмотрим баночку. Баночку поближе, кому интересно. Баночка выглядит вот так. Люблю приближать, прикольно выглядит. Вот такая у нас баночка, цвет вы видите, то есть оттеночек такой темно-коричневый, чем-то схож с вот этим вот. С вот этим вот. Что-то в них есть схожее. Я небольшой спец в контрастах, как я уже говорил, это вообще моя первая баночка, поэтому я не знаю, надо ли брать сразу из банки, либо использовать палитру. Ну, думаю, через палитру будет получше, поэтому будем делать с использованием палитры. Так, раз уж у нас тут и палитра, и все, я еще принес салфетки, чтобы все было хорошо. Так, все-таки да, я думаю, с палитрой будет получше. Поэтому сейчас попробуем. По консистенции напоминает очень сильно проливку. Давайте даже достану ее, чтобы мы смогли быстренько сравнить. Вот она у меня. На Агрокс похоже, конечно, очень. Именно вот по самой консистенции. Сейчас хорошенько перемешаем ее. Так, все открываем. Так, и встречаем вот это вот. Так, она явно плотнее, чем... Вам, наверное, плохо видно. Она, по-моему, плотнее, чем... Так, технические шоколадки. Вот что у нас получается. Давайте, думаю, наверное, все сумки покрасим. Все сумочки покрасим. Что-то фокус не фокусирует. Очень такая темная, но я особо пока не вижу разницы. Вот от краски особо ничем не отличается. Просто как вот красочка, то есть. Я думал, она будет прям очень жидкая, как какая-то, может быть, проливка. Может, ее вообще надо с водой мешать? Ну, это первый ознакомительный ролик. Дальше, я думаю, вы подскажете в комментариях, что я сделал не так.
Или все ли я сделал так? Сумки покрашены. Но, как вы видите, от черного цвета вообще ничем не отличается. Это просто черный. Я рассчитывал, честно, вот примерно вот на такой цвет. Вот на такой цвет. А получились какие-то сильно черные. Ну ладно, ждем высыхания, а потом посмотрим. Так, оно высохло, я уже посмотрел, и по моему, наверное, не самому веселому голосу вы понимаете, что что-то пошло не так. Она немножко подвысохла, но как-то ярче не стало и вообще никак в принципе не изменилось. То есть просто черная. Просто черная. Видите, даже от черного Abaddon Black, который нанесен на пальто, на футболке, да, что это, майка, футболка, она вообще ничем не отличается. Я не понял особо прикола контраста, он должен был как бы сделать как-то, не знаю, светлые места светлыми, темные темными. По-моему, их так позиционировало ГВ. А получилось как обычный Abaddon Black. То есть это даже не браун, да, как здесь написано, то есть коричневый. Не знаю, как он там на камере передается. Да, я понимаю, что он темноватый, да, он буквально черный. Ну, как бы я ждал какой-то более такой, более светлый оттенок, что ли. Ну, то есть, в любом случае, дорабатывать сумки придется, будь то dry brush, будь то просто высветление сейчас найду эту баночку. Через вот этот цвет. Скорее даже сначала вот этот, а потом уже вот этот. И тогда какой тогда вообще смысл в этом контрасте? Честно, я не понял прикола. Чё-то... Как считаете вообще, нормально, нет? Я понимаю, что может я взял какой-то неудачный цвет, но мне что-то результат не особо прикалывает. Вот. Я знаю, там есть более светлые оттенки именно контраста. Может, надо было его взять? Но я, честно, рассчитывал взять этот контраст на сумки. И теперь я даже не знаю, как я буду красить сумки. Я, честно, вот рассчитывал на... Хотя бы вот на такой цвет. Хотя бы вот на такой, да, и чтобы просто высветлить осторожненько вот эти вот. Или чтобы вообще не высветлять. А по итогу получил просто Abaddon Black. Фу, что скажете? Может, я что-то неправильно сделал или как? Может, надо больше с водой разводить или что? Ну, по идее, не надо. По идее, вообще надо прям из банки брать. Даже, скорее всего, даже палитру использовать не надо. А я мало того, что использовал палитру, так еще и получил такой результат, то есть не самый впечатляющий. В общем, не знаю, мне неоднозначно. Я, скорее всего, поюзаю еще месяц, пару месяцев в контраст. И скажу вам, что-то изменилось, может я что-то понял, может я неправильно сейчас его использовал. Но результат получился у меня вот такой. Вот такой вот. Вот такой вот результат. Короче, прикиньте, я неправильно сделал все. Я не посмотрел никакие гайды не смотрел никакие гайды и решил сразу попробовать. Сейчас я узнал чуть больше, мне сказали, нужна белая подложка под сумочки. И разводить надо с водой. Давайте попробуем по-другому на сумке. Да ё-моё, на сумках, на штанах. Сейчас попробуем. Я сейчас перекрашу и пробуем заново. Так. Так. Сумочки перекрашены в белый. Сейчас. Сумки на поясе в белый перекрасил. Красочку чуть-чуть разбавил водой. Пробуем снова. Опа. Опачки. И результат гораздо лучше. Это уже другой разговор. Вот это уже то, что надо. Вот это уже... Вот это уже хорошо, вот это уже приятно. Гораздо приятнее, чем было в первый раз.
Так, просто сейчас всего его быстренько покрасим. То есть все сумочки. Ждем высыхания. Так, ну вот что у нас получилось. В принципе, получше уже видно коричневый оттеночек. И я тут явно перебрал с концентрацией, надо больше добавлять воды. В общем, работа с контрастами — это исключительно эксперименты. Вот. Но про белую подложку помните, все-таки лучше использовать белую подложку, потому что, как видите, с коричневой не сработало. Экспериментируйте, я тоже буду, и думаю, через месяц или пару месяцев встретимся на этом же месте и скажу уже прям конкретно свое мнение об контрасте. Куда я его, кстати, делал? Вот он. Свое мнение об этом контрасте. Возможно, взял не тот цвет. Возможно, с чем-то еще проблемы. Но через месяц использования, я думаю, смогу сделать точный вывод по этой модели красок. Что, как тебе видосик? Не забывай оставлять свои комментарии, это действительно очень важно. В последнее время просмотры очень просели, поэтому прошу тебя, оставь комментарий. Свое мнение о видео, либо что-то можешь рассказать, можешь что-то рассказать, что я не рассказал об этом видео про контраст. Это будет многим полезно и интересно, поэтому оставляй свои комментарии, это действительно очень важно. Также не забывай про мои другие социальные сети, которые есть в описании. Все, спасибо за просмотр, пока-пока.